Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, что ожидается, какие движения по активам на вечерней сессии по доллару, евро, рублю, нефти и золоту. Так, вот экономический календарик. Здесь у нас по штатам вышла не очень хорошая статистика. Индекс доверия потребителей 96% на 2%, чем предполагалось. Ну, ясное дело, потребители напрягаются, потому что фактически в Америке третья волна коронавируса уже. Вот, и поэтому, разумеется, есть определенный пессимизм. Но на рынке это сильно не сказалось. Рынок отскочил и пошел в рост. Так, далее. Что касается Америки. Ну, в Пенсильвании Байден окончательно победил. Начинается передача административных служб в Вашингтоне от команды Трампа к команде Байдена. Ну, здесь, я думаю, все пройдет более или менее адекватно. Без там, как кто-то предрекал, там гражданская война будет, столкновение. Да не будет там ничего. Ну, митинги будут, там свобода, там они будут выходить, отстаивать свои права. Но никаких катаклизмов, я думаю, не произойдет. Потому как Трамп, я так полагаю, при всей своей экстравагантности, он человек деловой. И все-таки он, наверное, хочет позитивно войти в историю, а не как человек, который вызвал трещину в стране. И поэтому, я думаю, здесь никаких шагов негативных не будет. Конечно, не может Трамп просто так уйти, это не по-американски, это не по-мужски. Будет он всячески пытаться показать, что на самом деле выиграл он, потому что просто иначе его не поймут. Там в суды подавать, какие-то действия такие формальные предпринимать. Но в целом уже, я думаю, вопрос решен и будет достаточно плавный и вменяемый переход власти. Ничего там такого страшного не произойдет. Так, далее Елен назначают министром финансов. Кто-то говорит, что она хороша как глава ФРС, но не факт, что как министр финансов она хороша. Кто-то говорит, что наоборот, это самое то, это правильный выбор. Я могу сказать так, что в целом, как бы вот вообще в Америке все определяется командой. То есть там приходит команда, там не решает один человек. И поэтому, если в команде находится человек, который профессионал в своем деле, то будет он выполнять свою работу и достаточно хорошо. То есть, если там, конечно, какой-то неадекват или специфический товарищ, то, наверное, как бы он все завалит. Но его тогда и попросят. А в целом там от личности мало что зависит. Как команда скажет, так он и будет поступать. И поэтому, ну, здесь, мне кажется, особой роли не играет, кто там будет министр финансов. Вот. Ну, вроде большая часть склоняется к мнению, что Елен это позитивный знак. Ну, я думаю, что это не такой уж прям позитивный знак, скорее это новость, с моей точки зрения, она более или менее нейтральная. Ну, с легкой окраской, наверное, все-таки позитива. Так, Goldman начинает активно выходить в Европу, открывать торговую площадку в Париже. Но это, в общем-то, следствие Брексита и лишения всяких преференций британских финансистов, которые до этого рулили достаточно успешно в Европе. Поэтому, мне кажется, Брексит это не самая выгодная стратегия была для Великобритании. Ну, что ж, сыграли так сыграли. Так, ну и вот здесь статья по поводу вакцины российской. Западное сообщество дополнительные сомнения в ней высказывает. Это связано с тем, что российский президент отказался ею прививаться, хотя сам утверждает, что она безопасна. То есть это вот определенный диссонанс в западном сообществе вызвало, плюс там вопросы по поводу подтверждения эффективности. Но лично я считаю, что это вакцины, если, конечно, и не будут насильно прививать людей без их согласия, это достаточно позитивный момент, потому что чем больше будет вакцин, тем больше будет конкуренция, тем будет продукт для пользователя более качественный и дешевле. Заявляют они цену за полный комплект для излечения $20, а американские и европейские аналоги, по-моему, от 40-60 долларов идет комплект. Вначале там вообще какие-то космические цифры были, $1000. Вот. Но то, что появляется еще одна вакцина, я там не берусь судить относительно ее эффективности, но это будет дополнительное давление на Биг Фарму, который не даст ей окончательно распоясаться и впарить людям непонятно что за большие деньги. Но и на текущий момент можно сказать, что отскок в этом кризисе, он сильно более лучше произошел, чем, допустим, в кризисе, который был в 1987 году. Но здесь это связано с тем, что в течение года появилась надежда на окончание
кризиса, которое связано с изобретением и внедрением вакцин. Так, давайте посмотрим график. Начнем с Викса, дневной таймфрейм. У нас здесь получается очень интересная картина. С одной стороны, вот это движение, которое было разворотное на рост, оно сломано. Вот, с другой стороны, мы не добили до тех уровней, от которых, вероятно всего, пойдет отскок. Поэтому текущая формация, она требует более очевидного разрешения. То есть, либо отсюда мы идем далее вниз и пробиваем диапазон 20,5-20,2, и тогда идет провал Викса и рост рынков, или же мы здесь все-таки консолидируемся и идем наверх. Тогда, соответственно, ралли под вопросом. Вот. Но судя по позитиву на рынках, все-таки наиболее вероятно текущая формация — это именно движение на пробой вот этого диапазона и просадка Викса. Хотя вот, судя по этой формации, здесь никаких оснований для того, чтобы Викс шел ниже, их не было. Здесь как раз все факторы указывали на то, что он развернется и пойдет движение в район 38.40. Так, далее российский рынок ОФЗ, индекс ОФЗ. Что мы видим? Ну, находится он в боковике, но вообще с таким рисконом, по идее, ему бы надо бы подрасти, как-то это странно такое поведение. Так, далее S&P, SFD на фьючерс S&P. Но здесь мы подходим к демаркационной линии, немножко ее не потрогали. Вот еще чуть-чуть и надо было бы потрогать 3643. Вот, немного не дошли, но в целом сами видите, какая ракета летит. Так, ну вот у нас стата плохая выходила, здесь прогнули его. И, соответственно, сейчас, ну, конечно, может произойти корректирующий откат. Если этот откат не приведет к пробою 3600, то все эти откаты будут выкупать, и будет он идти вверх для того, чтобы протестировать и пробить исторический хай. Друзья, далее нефть, Brent, недельный таймфрейм. Но здесь у нас ракета, по сути, пробитие вот этой верхней границы. Сейчас, если закрепляемся, то переход в диапазон 47-54. Вот сюда вот. Вообще цель движения здесь в идеале это 56-57. Вот сюда вот. Но насчет этой цели я пока не уверен. Так, ну вот дневной таймфрейм. Здесь у нас теперь главное закрепиться выше 45,5-46. Если такое закрепление происходит, тогда считайте, что мы перешли в другой энергетический уровень. И теперь наиболее вероятно будет движение уже в диапазоне 47,5-54. Вот опять же, я не думаю, что это продлится долго. Возможно, конечно, я ошибаюсь, потому что вот есть этот волшебный диапазон, в который ее наверняка будут в ближайшее время заталкивать, который находится 43,37. Так, ну 4-часовик указывает на то, что рост продолжается, никаких оснований для его завершения нет. Он может быть притушен, если пойдет коррекционный откат, и мы получим пробитие 45,4 по 4-часовому таймфрейму. Так, ну если мы берем часовик, здесь вот у нас попытка разворота происходила, она в общем-то была и ранее. Раз, два, три, четыре. Вот, здесь все зависит от того, будет или не будет в результате отката пробито 47. Вот здесь 47 это ключевой уровень, он находится чуть повыше, чем на 4-часовике и дневке. Вот, но если его мы не пробиваем, то вот это движение наверх, оно может продолжиться очень энергично и безоткатно. Ну и здесь предел, с моей точки зрения, если мы вот это закрепление выдерживаем, это 47,5-54. 47,5 мы уже освоили, то есть верхняя граница это 54, ну может быть 56. Так, друзья, далее золото. Сегодня потестили 1800, но пока его не пробили. Вот. Раз его не пробили, был только прокол, то, соответственно, есть вероятность того, что будет закрепление и коррекционный отскок. Вот. Я, несмотря на то, что нету разворота по золоту, не советовал бы теперь вставать в короткую позицию. Да, оно может на 1700 пойти, может на 1500 пойти, но отсюда может быть и достаточно сильный энергичный задерг. С одной стороны, есть фундаментальный фактор, это снижение рисков, который связан с разработкой вакцины. С другой стороны, огромное количество денежной массы, оно никуда не делось. А лучшее средство от инфляции это золото. Поэтому здесь в любой момент возможны самые разные варианты. Вот. Но с другой стороны, если оперировать внутри дня,
что делаю я, то здесь риски минимальны. Если позицию переносить, то можно в случае лонга налететь вот на такую прелесть, ну или вот хотя бы на такую, или еще в какую-то попасть не очень приятную ситуацию. Поэтому все-таки я думаю, что золото это внутридневной инструмент. Да, на 4-часовике у нас идет сейчас попытка оформления разворота и отбоя. Но надо понимать, что вот таких разворотов уже было определенное количество, и они все закончились провалом и движением вниз по золоту. Но вот исходя из часового таймфрейма, здесь достаточно высока вероятность того, что будет коррекционный отскок. Коррекционный отскок, цель этого отскока, первый это 1812, и вообще как бы здесь цель движения находится в диапазоне 1823-1825, вот здесь вот. Опять же, если сейчас будет добитие и пробой 1797 уже, то, соответственно, в этой ситуации следующая остановка это 1750. Но вот, кстати, если серебро рассматривать, то по серебру здесь более уверенная разворотная картина на отскок. И цель этого отскока находится вот здесь вот 23,6, 23,7. Но по дневному таймфрейму оно еще не допадало, и оно может сходить вот сюда, вот в этот диапазон. Ну вот по часовику здесь все-таки, я думаю, высока вероятность того, что мы завтра, но сегодня уже нет, сегодня скорее всего будет движение вот в этом диапазоне. Ну, может быть попытка сходить на 23,4. А вообще как бы здесь все есть основания для того, чтобы отскочить на 23,6, 23,7. Возможно даже повыше. По крайней мере, вот эта формация, она указывает на то, что вероятность отскока здесь достаточно высокая. Но здесь как бы надо четко понимать одну такую вещь, которая с одной стороны очень простая, с другой стороны она, как правило, очень сложно, как бы человек к ней приходит непростыми путями. Что по сути, вот покупка здесь со стопом, это ловля падающего ножа. То есть здесь как бы если модель не срабатывает, не надо перезаходить. Но я во всяком случае не перезахожу. Потому что когда как бы если срабатывает стоп, человек на какое-то время должен успокоиться, чтобы негативные эмоции на него не давили. И не принимать скоропалительных решений. Так, далее рубль-доллар. Но здесь ситуация вполне как бы прозрачная. Растет нефть. Нефть уже 47,5 пробила. Сначала пробила 45, потом 47,5. Сейчас, если она закрепляется на таких значениях, идет выше на 50-54, то вполне вероятно, что мы увидим движение сюда в ближайшее время по рубль-доллар. И потом увидим итоговую игру, цель которой сходить вот в этот диапазон. Так, ну и сразу вот пошли разговоры о том, что все, как бы доллар идет на 70 рублей за доллар. Но если нефть на 54 вырастет, то почему бы доллару не сходить на 70 рублей за доллар? Вполне как бы естественная ситуация. Но 70 не знаю, там 72,5 посмотрим, как будет отработано. Что касается технической картины, я думаю, сейчас вот уже на закрытии будет движение в диапазоне 75-47, 75,7. Вот здесь в этом диапазоне. Поскольку нефть растет, с одной стороны рубль должен укрепляться, но с другой стороны надо четко понимать, что когда он начинает укрепляться, начинают покупать доллары. Локально у нас здесь рисуется картина на отбой и отскок. Цель движения первая находится вот здесь, это 75,8, но 75,7, если быть точным. Но есть и другой момент. Вот повторное пробитие и сегодня окончание дня ниже 75,5 будет свидетельствовать о том, что скорее всего завтра мы увидим дальнейшее укрепление рубля. Вот это будет пробой сильного уровня 76. И здесь вполне вероятно мы увидим вот всю эту нисходящую амплитуду движения на укрепление рубля. Так, далее евро-доллар. Здесь у нас идет достаточно устойчивое движение на 1,19, 19.10 на самом деле, для того, чтобы пробить вот эту формацию. Вот. Сейчас, скорее всего, будет вот эта проторговочка. До завтрашнего дня, я думаю, ситуацию удержит в этом диапазоне. Вот. В том случае, если пойдет коррекционный откат и мы получаем пробитие 1,1850, то тогда, скорее всего, вот это движение приведет вот сюда, вот на 1,18,3.
Вот. Пока такой сценарий, я думаю, маловероятен. Скорее всего, где-то вот здесь, вот даже в этом диапазоне, сегодня будут мариновать. Вот. Ну а завтра, если не будет пробит вот это минимальное значение, движение наверх и тестирование на пробой 1,1910. Все, друзья, спасибо.